Это наконец-то произошло. Meizu представили настоящий флагман впервые в истории со Snapdragon 845, другими плюшками. И есть такое ощущение, что Meizu в короткий срок пытается выполнить пятилетку. Ведь менее полугода назад нам показали Meizu 15, сейчас 16, на самом деле вообще 4 месяца всего прошло. И это не какое-то минорное обновление, это новый флагман. И он другой. И что самое смешное, он называется именно 16 с окончанием TH. Напомню, что раньше флагманская линейка Meizu называлась MX, потом пальма первенства перешла к линейке Pro. В том году показали Meizu 15, и, видимо, последующие флагманы будут нумероваться числами, хотя, кто их знает, у маркетологов компании явно какие-то проблемы с неймингом, и их укусили самые опасные комары, так что посмотрим. Какие версии Meizu 16 существуют? Есть маленькая на 6 дюймов, большая на 6,5, которая называется Plus. Они никак не отличаются, только размер дисплеев и батарейка. Давайте о них и поговорим. Говоря о новых флагманах, нельзя не вспомнить старые, к тому же сзади они очень похожи. С другой стороны, в 15 вернули кольцевую вспышку, такую же, как в Pro 6. Она всегда всем нравилась. Цвета 3: белый, черный и голубой с градиентом. В руке ощущается приятно, не скользит, отпечатков пальцев не остается. Что по элементам управления? Внизу разъем USB-C и мини-джек. Справа качелька громкости и кнопка питания, слева слот для 2 сим-карт. Разъема под карточку памяти здесь нет. Теперь личико. Главное отличие от прошлых моделей. Как бы не было все симметрично и красиво в Meizu 15, но нужно следовать общим трендам, прощаться с сенсорными кнопками и соотношением дисплеев 16 к 9. Теперь экран занимает 91% передней поверхности. У младшей версии это 6,01 дюйма с разрешением Full HD+, у старшей версии это 6,5 с тем же разрешением. Соотношение сторон 2 к 1, матрица по традиции AMOLED, и неспроста, об этом чуть позже. На последнее хочется обратить особое внимание, так как качество дисплея на очень высоком уровне. Складывается ощущение, что здесь та же матрица, что и в Galaxy S9. Есть, кстати, настройка цветового баланса с различными режимами, максимальная яркость 430 нит. Над экраном изящная решетка с динамиком, в которой скрыт диод уведомлений. Такое решение впервые показали в 15 серии. Это гениально и просто. Справа от разговорного динамика фронтальная камера, и вот здесь есть претензия. Почему фронталка не по центру? В 15-м это смотрелось куда лучше. Внизу под экраном симметричный в верхней части выступ. Если не знать, что держишь в руках, можно подумать, что это тот же Galaxy S9. В чем-то схожесть есть. Сильная, я бы сказал. Приятно, что Meizu не спешат быть как все и делать дисплеи с вырезами. Очень приятно. Про внешний вид поговорили, но вы заметили? Нет сканера отпечатка пальцев ни сбоку, ни сзади. Неужели Meizu пошли по пути Apple и заменили его на аналог Face ID? Нет, лучше. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран, именно поэтому здесь AMOLED. Такое на массовом рынке пока есть только у Vivo и Xiaomi в Mi 8 Explorer Edition. Здесь работает не так быстро, как в том же Vivo, но точно давить не нужно. Приложил доли секунды на распознавание и все. Можно пользоваться. В целом прям юзабельно. Есть разблокировка по лицу, работает очень быстро, практически как OnePlus. В темное время суток, соответственно, не идеально, но все равно хоть как-то работает. Процессор, да, наконец-то. Топовый Snapdragon 845 Дракон. Оперативной памяти два варианта, 6 или 8 гигабайт. Что касается встроенной памяти, есть модель на 128 гигабайт и другие варианты. Смартфон буквально летает, и заслуга здесь не только железа, но и софта. Устройство работает на последней версии оболочки Flyme 7, у которой внутри... Нет, не угадали. Android 8.1 Oreo. И здесь подсуетились. Молодцы. С новым Android добавили третий вариант управления смартфоном жестами, примерно как у Xiaomi. Помимо стандартных кнопок и фирменного кружка Super MBack, который, кстати, по-прежнему реагирует на сильное нажатие. Где вы еще найдете такое изобилие видов управления смартфоном? Плюс сама оболочка немного изменилась, по-прежнему нет 5 иконок в лаунчере, по-прежнему иконки нестандартных приложений чуть меньше, но оболочка сейчас выглядит просто великолепно, она очень симпатичная. В ней еще предстоит разобраться, поковыряться, наверняка какие-то новые фишки завезли. Еще одна вещь, перекочевавшая из 15 серии, M-Engine, технология аналог Taptic Engine от Apple. Это то, что должны были скопировать Samsung и особенно Xiaomi с их противными вибромоторчиками, но удалось пока только у Meizu. Если вы не в курсе, это специальная система отклика, очень нежная и приятная. В iPhone 7, например, именно она отвечает за имитацию нажатия на кнопку «Домой». Вот и здесь то же самое. Так, теперь связь. Поддерживается 9 бендов LTE, Bluetooth 5 версии, Wi-Fi AC, 2,5 Гц, 5 Гц, в общем, все, что хочешь. Можно слушать музыку через Bluetooth, можно через стандартные наушники, ведь джек 3,5 здесь оставили. Оставили при этом и ЦАП, поэтому звук в ушах просто отличный. Но тем, кто отрицает звук в наушниках и принципиально смотрит наши обзоры через динамики в электричке, есть стереозвук. Верхний динамик и нижний. Звук громкий, он, конечно, не такой, как в Note 9 или iPhone 10.
но четкий, без хрипов, хватает для любых задач. В принципе, все рассказали, можно подводить итоги, хотя стоп, камера же осталась и минусы, это самое интересное. Два глазка, первый модуль 12-мегапиксельный, главенствующий, светосила 1.8, второй уже 20-мегапиксельный, светосила похуже 2.0, но зато есть тройной оптический зум, режим фокусировки 2, лазерный и фазовый. Камеры расположились по центру, вертикально, под ними есть вспышка 6-сегментная, плюс на нее можно поставить входящий звонок или уведомление. Не просто мигать будет, а поочередно, красиво, все как положено. Так, что у нас там получается? У Meizu всегда были флагманы со средней камерой, хотя с каждым годом ситуация улучшалась. В этот раз она опять улучшилась. И не буду говорить, что это топовое решение, потому что ночью снимает так себе, мажет. Видео тоже не самое лучшее, но можно получить классную фотку днем. Если освещение прекрасное, то и фотка будет супер. Портреты делает тоже отлично. Человек отделяет от фона прекрасно. Что еще сказать? Я бы сравнил камеру с Galaxy S9. По крайней мере, результаты очень похожи, с единственным отличием. Затвор не такой быстрый. Нельзя сделать серию фоток, чтобы они все были не смазанные. Но при этом есть тройной оптический зум, как уже было сказано, и это сказочно работает. Компания прикладывает силы, чтобы камера была на уровне флагманов. Видео осталось. Видео неплохое, со звуком проблем нет, но вот фокусировка работает средней. Хотя, может быть, с выходом новых прошивок поправить, все-таки это сэмпл, но, скажу по секрету, вряд ли. Ну и фронталочка, 16 мегапикселей, апертура 2.0, есть фильтры улучшения лица и разные алгоритмы, которые постоянно я забываю отключать, именно поэтому в Инстаграме всегда такой красивый, есть смысл подписаться. Но в целом фронталка good, раздражает только то, что она расположена не по центру. Хоть телефон об землю бей, не жалко. Meizu говорит, что он, кстати, с метра не разовьется, мол, очень прочный. Но проверять я этого, конечно же, не буду. Дальше, тут мы подходим к минусам. Один прям минусище просто, о котором многие догадываются. Да, здесь до сих пор нет NFC. И это становится каким-то проклятием Meizu, от которого компании нужно быстрее избавляться. Ну серьезно, вторая половина 2018 года, а у них ни одного смартфона, которым можно расплатиться в магазине. Непорядок. Meizu обещают, что NFC будет в следующем флагмане. Хотите верьте, хотите не верьте. Тут прям не ясно. Что забыли рассказать? Автономность. Непонятно пока, насколько хватит смартфона, но батарея тут слабенькая, всего на 3000 мАч, чего вряд ли хватит до глубокой ночи, но до вечера вроде как обещают. Естественно, поддерживается быстрая зарядка M-Charge, а вот беспроводной зарядки, к сожалению, нет. И это второй минус данного устройства. Что осталось? По стоимости нет никакой информации для России, но в Китае за 16 просят от 2700 до 4000 юаней, что в переводе на рубли от 26 до 40 тысяч, что за Snapdragon 845 и сканер под экраном вообще недорого. Я думаю, что топовая версия 16 Plus в России будет стоить где-то 1050, может чуть дороже, но вот если минималку сделают до 35, это будет совсем сказочно. Итоги. Несмотря на то, что Meizu 15 вышел совсем недавно, нельзя его сравнивать с 16, потому что это совсем разные смартфоны для разной аудитории. Если вам чужды стандарты экранов новые, то берите 15. Если вы новатор, хотите что-то новенькое, то это однозначно 16. Расстраивает, конечно, отсутствие NFC и беспроводной зарядки, но многие, скрипя душой, даже скажут, что у Meizu получилось сделать ультрасовременный флагман, наверное, впервые в своей истории. С новейшим процессором, с крутейшим дизайном, с очень точным сканером отпечатка под стеклом. Это тот смартфон, который хочется купить. От 26 до 40. 26 до 40. От 20... Так, сейчас. Современный флагман. Что я хотел сказать?